Всем привет, друзья! На связи Алекс, а это значит пришло время Стронг обзора. Только на этот раз на меня самого. И сегодня я вам поведаю историю своего опыта похудения на 35-40 кг за 4,5-5 месяцев. Вы просили, и я делаю. И поэтому я сегодня расскажу вам, почему я превратился фактически в высохшего скелета и зачем я это сделал. Хотя буквально еще полгода назад я был вот таким. Вы можете остановить и посмотреть эти фото уже более внимательно. Ну а мы продолжаем. И такие похудения я делал в своей жизни уже 2 раза. И результат второго раза вы можете видеть уже вот прямо перед собой. Вот, а начальную точку вы могли еще видеть 30 секундами ранее, вот на этих фото, которые я показывал. Вот, там я весил 77 килограмм, ну а сейчас в данный момент 66 килограмм. Вот. Ну а первый же раз я скинул порядка 41 килограмма буквально за 5 месяцев. И это было 3 года назад. Вот оттуда мы и стартанем. Друзья, но прежде чем мы продолжим, хочу напомнить вам о своих несменных британских партнерах бренд MyProtein, с которыми я уже полгода. И у них я только нахожу все новые и новые плюсы. Я сам пользуюсь их продукцией, всегда все на высшем качестве. Также, друзья, с 24 по 31 июля пройдет грандиозная распродажа со скидками до 70%. И, конечно же, как всегда, дополнительная скидка от меня от 37 до 42%, сверху распродажи по промокоду STRONG1. Ссылку на сайт и промокод я оставлю в описании под этим видео. Итак, 3 года назад я был вот таким вот жирным, залитым кабанчиком, весом под 100 килограмм, курил, бухал, ел все подряд. И при этом я еще успевал тренироваться, если было время, ходил в тренажерный зал, и если нет, то просто выходил вечером на турники и брусья во двор. Вот. Но и при этом я не парился по поводу результата, как получалось, так и получалось. В среднем занимался где-то 1-2 раза в неделю. Вот. В то время я жил в более крупном городе, а именно в Ростове-на-Дону. И вот уже в таком саморазлагающемся режиме я прожил около 2 лет. Но и пока не грянул гром и не начались проблемы со здоровьем. Из-за постоянных стрессов, недосыпов. Я работал по 12 часов в сутки, 6 дней в неделю. Ну и бывало даже на выходные я еще мог пойти поработать, соответственно. Вот, постоянно вот эта вот пластмассовая еда на бегу, алкоголь, сигареты, гулянки, скандалы со своей девушкой. Ну и в конце концов, когда все это уже произошло, я решил, что все-таки пора все бросить и уехать уже обратно к себе на юга и восстанавливать здоровье. Но о том, что это были конкретно за проблемы, я не буду распространяться, поскольку я не привык как-то ныть или жаловаться. Я считаю, что достаточно и так того, что вы уже знаете. Итак, переходим к сути. По приезду к себе домой я решил кардинально изменить свою жизнь во всех аспектах. То есть это питание, психоэмоциональный фон, свое окружение и подход к физическим нагрузкам. Вот, и первое, что я сделал, это я фактически полностью закрылся от внешнего мира и свел свое общение только к нескольким контактам. Я общался только со своими братьями и с одним своим лучшим другом. И фактически я за один день бросил курить, и меня даже не тянуло. Ну, может, там буквально 2-3 дня, но это самый максимум. То же самое с алкоголем. Вот, я быстро избавился от всех этих вредных привычек. И далее я все-таки сконцентрировался на том, чтобы полностью начать искать в своей жизни только позитивные моменты. Я начал проводить много времени в уединении с природой, развиваться, искать позитивные моменты в жизни и концентрироваться на них. Я смотрел и читал больше позитивных фильмов и книг. И знаете, это все здорово помогает очиститься от всего этого токсичного мусора, который копится у вас в вашей голове годами. А когда у вас ясная голова, это позволяет четко увидеть вам свою цель и то, чем вы хотите заниматься в будущем. Но, во всяком случае, мне помогло. Теперь по питанию. Сразу скажу, что не было цели похудеть, а была именно цель очиститься от шлаков, токсинов и всего мусора, который копился годами. Я разделил всю свою работу с питанием на несколько шагов, дабы не сорваться и не забить на все в будущем. Первым делом я исключил мучное. В том числе, кстати, и все макароны. Далее я исключил сладкое и всю вот эту вот магазинную дрянь, типа чипсов, сухариков, колбасов, всяких снеков, газировок. Фастфуд, красное мясо туда же в топку. Ну а также картошку и молочку
полностью, да, то есть я этого даже и не касался. Ну, разве что мог выпить иногда как бы немного кефира, но на этом все. Я обходил все это за километр. И это был мой первый шаг в питании, который длился примерно 2-3 недели. То есть именно чтобы привыкнуть, чтобы мое тело привыкло к этому, мне понадобилось 2-3 недели. И с удивлением я обнаружил, что за это время я скинул примерно 8 или где-то 9 килограмм. И то есть я весил 99, встал на весы через 3 недели, и я смотрю, вес 91 килограмм. Я думаю, неплохо, в принципе. Далее, я все-таки решил навести порядок в основном рационе и внедрил так называемые правила питания. Во-первых, я перестал смешивать белки с углеводами. То есть, теперь у меня мясо, рыба, яйца было отдельно от круп. То есть, отдельно от гречки, от риса, от всего остального. Да, теперь у меня было мясо, например, мясо с овощами отдельно и гречка отдельно также с овощами. Это все, на самом деле, ребята, вы можете думать, что это не работает, но я вам скажу честно, все эти правила, вот это именно правило питания, оно именно больше всего мне дало такой, знаете, скачок энергии. Далее, переходим, что же я делал дальше. Во-вторых, последний прием пищи я делал примерно за 3-4 часа до сна, ну максимум за 2, если я не успевал. Как правило, где-то я в 19:00 я ложился спать, в 19:00 я ужинал, а в 23:00, скажем, я ложился спать. В-третьих, количество белковой пищи я резко сократил, примерно до 0,8-1 грамм белка на килограмм веса тела. То есть и стал я мясо есть не более 2 раз в неделю, и это максимум там 200 грамм за раз, это все. Ну и где-то там рыба 3-4 раза в неделю и столько же яйца. И у меня был всего один белковый прием пищи, всего лишь один, то есть все. То есть я как бы считаю, что есть много белка, 2 грамма белка, но это просто миф, ребята. Миф, который придумали вот эти вот компании спортивного питания, что надо есть больше белка. Больше. Но на самом деле столько и не надо. В-четвертых, я добавил в свой рацион очень много сырых овощей и фруктов. Так, чтобы их в рационе стало порядка 70%. А остальные 30% уже приходились на мясо и крупы. По крупам я ел преимущественно гречу, бурый рис. Ну, в общем-то, все стандартно. Иногда мог позволить себе еще и пшено. Углеводы я ел в первой половине дня, за калориями я не следил, но получалось достаточно мало, может где-то в районе 2000 калорий. То есть у меня было 5 приемов пищи, 3 основных приема пищи, то есть обычно это было 2 углеводных приемов пищи с овощами, да, и 1 белковый прием пищи тоже с овощами. А между ними 2 перекуса, как правило, это были фрукты и орехи. Ну и как бы на этом все. Фруктов было достаточно много, примерно за один раз я мог съесть, ну, наверное, где-то полкилограмма, в принципе. Ну и столько же овощей я мог съесть там с белками, либо с углеводами, также порядка 200-300 грамм за раз. Вот всего у меня где-то, наверное, выходило килограмм-1,5 килограмма овощей и фруктов. Ну да ладно, и вот на таком питании я скинул 40 килограмм за вот эти 5 месяцев. Отдельно скажу, что я еще делал перед этим всем чистки различными процедурами. То есть, например, 1-2 недели чисто, скажем, на сыроедение, да, то есть на сырых овощах и фруктах. Вот, также чистка французской солью, чистка галотерапиями. Я вообще не буду говорить, что это, вы можете сами загуглить и посмотреть. Также я проколол себе полностью все витамины группы В по отдельности. Ну и пропил очень много витаминов именно в органической форме, типа спирулины и еще наподобие много чего. Очистил печень гиптралом, прошел обследование на биохимию крови, сделал УЗИ всех внутренних органов. Ну вот таким вот способом я восстанавливал свое здоровье. Вот, и при этом, как я говорю, не было цели похудеть, но я стал худеньким, и во мне осталось, ну, наверное, порядка 60 килограмм. Ну и честно, мне было плевать на это, потому что на первом месте все-таки стояло мое здоровье. Итак, продолжим в другой локации. В общем, после этого всего я вновь начал ходить в зал, набирать массу и стал уже как-то постепенно отходить от тех своих принципов, которых я придерживался. Я опять стал смешивать белки с углеводами, в целом добавлять больше животного белка, ну и вредной пищи.
По-любому где-то раз в неделю я делал один такой жесткий читмил. Ну, хотя кого на самом деле я обманываю, это такое было, знаете, жесткое какое-то обжиралово под алкоголь и все остальные какие-то вредные штуки, типа там кальян и тому подобное. Вдобавок ко всему, я мог всю неделю не отдыхать, работать на основной работе и плюс к этому еще до ночи заниматься своим каналом. И получается вновь опять не отдыхаю, сплю по 6 часов. И как-то, знаете, просто начал забывать об этом всем, думаю, ну, восстановился, все хорошо, ну, значит, все круто, значит, крепкий, все нормально. И перед тем, как вновь все полетело в пропасть, вот так вот я выглядел в декабре 2019 года. Кому интересно, может остановить и посмотреть более детально. Здесь я весил порядка 77-78 килограмм при 15% жира. Такая, знаете, вполне обычная спортивная форма, но мне хватало, и как бы я был доволен, но и пока опять не выпали проблемы, да еще и похуже, чем тогда. Вот тут я и принял решение вновь вернуться на тот режим, которого я придерживался, и который работал на мне, и уже твердо решил навсегда все-таки отказаться от вредных привычек, и при этом я ужесточил тот режим, которого я придерживался, отточил его и сделал я его уже сейчас более совершенным. И я сейчас буквально в 2 словах расскажу, что я изменил со времен прошлой трансформации или чистки, называйте как хотите. И это то, чего я придерживаюсь на данный момент. Итак, начнем со сна. После 21:00 я отключаю все гаджеты и экраны, где есть синее мерцание. То есть я убираю телефон куда подальше, отключаю компьютер и потихонечку начинаю успокаиваться для отхода ко сну. Могу прогуляться или там почитать книгу, и уже около 22-22:30 я ложусь спать. Теперь же насчет питания. В настоящее время я питаюсь так же, как и тогда, но с небольшими изменениями. Например, я почти не ем вареных каш типа гречки, риса и других. Теперь же я только ем крупы горячего ферментирования, которые, в отличие от вареных каш, намного вкуснее, съедобнее и усваиваются в 2-3 раза лучше и быстрее. К примеру, смотрите, обычная вареная гречка у вас усвоится где-то на 50%. Остальное просто все уйдет в унитаз. А гречка горячего ферментирования у вас усваивается уже на 90%, за счет чего вы можете потреблять в 2 раза больше углеводов и, соответственно, набирать быстрее массу, и эта масса, она будет у вас более качественная, а не вот эту вот говномассу, как от вредной пищи, от вареной гречки или риса, и от которых, кстати, уже бывает порой даже тянет блевать. Как ежедневная еда, она прям очень заряжает энергией, она не образует слизи в организме. То есть из-за приготовленной пищи образуется слизь, из-за которой люди болеют. Поэтому, кому интересно, я могу сделать отдельное видео о методике горячего ферментирования. Так что пишите в комментариях свои пожелания. Теперь же, мясо или рыбу я также продолжаю есть несколько раз в неделю, в небольшими порциями в запеченном виде, но не более 4 раз в неделю. И кстати, вот так вот выглядит мой сейчас примерный рацион питания. Кому интересно, можете остановить и посмотреть также более детально и почитать. Сейчас на данный момент я потребляю очень мало калорий, поскольку моя цель это не набор и даже не поддержание, если честно, а очищение. А чтобы набирать, просто достаточно увеличить калораж этими же продуктами, ввести чит-деи, и углеводные загрузки, соответственно. Еще я вывел такой принцип: есть как можно меньше видов продуктов за раз, даже если они сочетаемые. Также я вымачиваю орехи и крупы перед употреблением, поскольку в них содержатся ингибиторы, из-за которых все полезные вещества и БЖУ практически не усваиваются. По образу жизни я разграничил теперь уже свою работу и отдых, стал отдыхать намного больше, чем раньше. Тем самым, можно сказать, я только сделал себе услугу и помог себе. И я вновь вернулся к тому весу, как и 2,5 года назад, с момента того фото в декабре 2019 года. И на данный момент я вешу 62 килограмма, то есть получается, что я скинул порядка 15 килограмм за 3 месяца, так как сел я на этот режим уже по полной вновь с апреля.
Но результатами этой чистки и, можно сказать, трансформации я доволен. В первую очередь это легкость, бодрость, позитив. Совсем другие ощущения, нежели когда ты ешь много вредной пищи и несочетаемых продуктов. И при этом ты вечно находишься в каком-то гнойном состоянии, но это по моим ощущениям. Никакого запаха пота, даже если у тебя были серьезные нагрузки. Вот. Итак, подведем итоги. Все это я делал не только ради здоровья, но и в качестве эксперимента и вызова самому себе, проверки своей силы воли. И интереса, работает ли все-таки раздельное питание так, как о нем говорят. И, наверное, вам трудно в это поверить или свыкнуться с этим, но это действительно так, это работает, и я ощутил это на себе. Я рассказал вам историю своей трансформации, поведал вам свой опыт, а вот воспользоваться им или нет, решать только вам. Я никого не призываю применять это на себе, поскольку это всего лишь моя история, а не руководство к действию. И да, если у вас все хорошо, то проводить подобного рода трансформации или эксперименты вам не нужно. Поскольку еще неизвестно, как отреагирует конкретно ваш организм, если вы сделаете с собой то же самое. Поэтому всегда думайте, прежде чем что-то сделать, и проверяйте ту информацию, которую вам говорят. Ну а на этом все, ребята. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об этом. Если вам не трудно, поставьте лайк или дизлайк, поскольку так или иначе все это помогает продвижению канала. Ну и конечно подписывайтесь, если вам и в дальнейшем интересно смотреть наши видео. Скоро увидимся!